Ace Magic R5 на AMD Ryzen 7 5700U. 16 гигабайт DDR4 памяти из M2 NVMe в базовом варианте исполнения на 512 гигабайт, хотя можно добавить еще. И позиционирует ее компания Ace Magic как какое-то базовое игровое решение. Насколько оно базовое, насколько игровое, мы сейчас проверим. Кстати, видели, здесь вот такой вот переключатель у нас есть. Это у нас эко-режим, вернее тихий режим, у нас режим автоматический, режим производительности с вот такими вот цветными фонариками, которые, честно говоря, не знаю, как отключить. В общем-то, на канале Технозон. Поехали. Клац, 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 прикол. Прикол в том плане, что, знаете, у меня был обзор, допустим, на Белину GTR 7, и там был очень мощный проц на 7840HS. Да, там действительно 780M графика, и там реально это игровой комп базового уровня. Здесь позиционируется как начального уровня, не базового, начального. Не знаю, что значит начального, но мы сегодня с вами выясним. И мы на сайте нашего производителя, а вы подпишитесь, пожалуйста, и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие такие интереснейшие наши обзоры. Но стоит этот ПК 369 евро. Ой-ой-ой, на что я нажал? Зачем я так нажал? 369 евро на фирменном сайте производителя, и я его покупал в Европе с доставкой через NP Shopping в Украину. Хотя на AliExpress он тоже есть за 359 долларов. В принципе, ссылки разместил в описании под этим видео. Позиционируют, смотрите, они так показывают, позиционируют как устройство для мультимедиа, для работы в DaVinci, например, там, да, для игр в CSGO и LoL, для программирования. Ой-ой-ой, как много всего написали, но они здесь почему-то обсуждают AMD Ryzen 5800U и 5600U, хотя конкретно у нас здесь есть вариант на 5700U. Что я вам скажу? Ну, сам процессор мы потом увидим уже в самом тесте, когда мы CPU-Z запустим. Они пишут, что в Fortnite здесь можно добиться 60 плюс-минус FPS, также в CSGO 60 плюс-минус FPS, Dota 2 60-80, 130 в Лиге Легенд, ну, грубо говоря, в LoL. И в GTA 5 55-60 FPS. Также они говорят, что он поддерживает 3 монитора, хотя здесь действительно один DisplayPort, один HDMI, и через USB Type-C тоже можно подключить один мониторчик. И поддерживает 4К 60 FPS, плюс они, видите, сразу показывают, что M2 NVMe можно добавить, это, кстати, очень неплохо, и память у нас работает в двухканальном режиме с неплохим таким себе охлаждением. Быстрый Wi-Fi 6 и проинсталлирована Windows 11. Все это классно, все это мы посмотрим с вами на, скажем так, уже на распаковке и обзоре. Могу сказать со своей стороны, что я поиграю здесь в GTA 5, в CS2, в PUBG и в танки, полноценные танки, потому что, честно, заранее вас так предупрежу, что этот мини-ПК очень неплохо подходит для полноценных танков. Да, он там очень показывает хорошие результаты FPS, и поиграть действительно на этом во что-то можно. Но это я позиционирую, я конкретно уже как такой себе персональный компьютер, домашний компьютер с очень неплохими характеристиками за его цену. Потому что цена действительно демократична с учетом его, скажем так, набора компонентов. Будем сейчас с вами распаковывать, будем тестировать, а потом делаем выводы. Но в любом случае пойдем по ссылочкам. Там в описании под видео посмотрим на цену. Так, Ace Magician AMR Mini Gaming PC пишут. Пишут про какие-то режимы переключения, сейчас будем разбираться. И сзади у нас с вами AMR 5 серенький 16 на 512. Вы видите, сколько различных вариаций они предусмотрели на коробке. Давайте скрываем. Сама коробка, кстати, очень даже неплоха. А ну, опа! Dual Channel DDR4, это ладно. Мини-PC. Вот так вот. Видели? Красиво тоже. Что у нас сразу? Оп! Есть у нас мини-HDMI. Есть у нас вот такой вот кабелечек питания. Сам по себе блочок питания. Нифига себе, на 65 ватт, как неплохой ноутбук. Ну хорошо.
Так, достаем, откладываем. Что мы с вами имеем? Прикольный дизайн. О, я понял, что такое переключение режимов. Видели? Здесь есть переключение режима производительность, performance, авто и у нас silent. Это тихий режим. Понятно? Ну, поставим пока на авто. По бачкам сразу. Ну, вообще не бачки, это передок у нас. Перед. У нас есть Type-C. У нас есть два USB, есть выход под аудио. Я не знаю, что это, возможно, микрофон, не могу подтвердить. А сзади у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит. У нас здесь HDMI, DisplayPort и еще два USB третьей версии. Здесь у нас по бокам я могу... Он с подсветкой, когда снимала проходки, да? Прикольно? Красивенько. Здесь можно поставить еще один NVMe диск. Здесь один у нас стоит уже. И есть два модуля памяти по 8 гигабайт DDR4 3200. В принципе, разбирать дальше не будем. Тут вот эта часть не снимается. Это все надо снимать перед использованием однозначно, потому что здесь у нас, видите, это сделано как диффузоры охлаждения. Слушайте, ну норм тема. Давайте включаем. Здесь тоже, кстати, видите, снимается эта штука. AMD Radeon 5000 серии. Еще и WhatsApp поддержка есть эксклюзивная. Короче, собираем, подключаем и тестируем. Слушайте, включил я мини-ПК. Все нормально по... давайте CPU Z. Мне, во-первых, интересно для того, чтобы посмотреть проц вблизи. Ну, хотя мы уже знаем, какой здесь стоит. И здесь стоит у нас AMD Ryzen 7 Mobile 5700U. Это, в принципе, очень неплохой проц в плане мобильного проца. Не скажу, что в паре со встроенной графикой это удачное решение игровое, как они заявляют. 7 нанометров. Плюс у нас кэш третьего уровня 2 по 4 мегабайта. Основная плата у нас, на ней стоит PCI-Express 3. Память у нас двухканальная в 64 бит. Ну, в принципе, здесь ничего нового. А если, кстати, побенчить чуть-чуть вот этот вот CPU, даже по внутренним бенчмаркам самого CPU Z, то можно, в принципе, даже попробовать с чем-то сравнить. Где-то близенько он ходит AMD Ryzen 7 3700 X, который у нас 8-ядерный, и это был десктопный проц, да, там, если сравнивать, конечно, там с Core i9 9KF, то примерно на том же уровне будет, и где-то Core i7 69500X. Вот четко он подходит под Ryzen 7 2700X, и у меня, кстати, такой когда-то был десктопный. Смотрите, по баллам вообще практически он даже немножко проигрывает в одноядерном, и в многоядерном тесте чуть опережает. Если 1800, то он уже проигрывает во всем. То есть 2700X, ну это, кстати, очень даже неплохо. Я и шпилил на таком проце, очень даже спокойно. По графике встройка 7-нанометровая. На PCI-Express 3 на DDR4 512 мегабайт. С шиной 128 бит. Ну, такое себе, я вам скажу. Не скажу, что это прям игровая топ-карта, но поиграть мы с вами попробуем. Сетевой адаптер у нас Realtek 8852BE. Здесь ожидаемо, как во всех мобильных процах, температуру мы не увидим, но давайте попробуем через GPU Z посмотреть температуру. Я думаю, что он увидит все как-то. Аида раньше в Триале она видела все, сейчас нет. Где у нас тут температура ЦПУ? Пожалуйста, там 55 градусов сейчас. Стрессанем буквально там 5-10 минут, нам будет достаточно понимать, какая температура, на какую плату оно выйдет. Ждем. Интересно, оно вышло на плата, мы провели достаточно большой тест. Никакого тротлинга вообще процессора. При этом у нас 69 градусов, что обычно для мобильных процессоров является даже низкой температурой, потому что, например, мой AMD Ryzen в
том же Asus ROG Strix, ну, честно говоря, греется до 90. Здесь нормально под тротлинг тестом. Нормально, ребят, по температуре вообще идеально, при том, что он в перформанс режиме. Теперь, ну, это можно уже спокойненько закрыть. Теперь мы, давайте еще здесь тестов парочку сделаем. Объясню, CPU Queen и CPU PhotoWorks, два теста, которые я обязательно, в принципе, делаю сейчас для компов. Отлично показывают производительность. И что и требовалось доказать? Примерно где-то вот как 2700X десктопный процессор. Очень неплохой вариант. Выше, чем Core i7-8700K, Core i7-1800HX, а в PhotoWorks, сейчас проверим, а ну-ка, приблизительно как Ryzen 9 3950, очень неплохо, и выше, чем 8-ядерный, при том, что Ryzen 9 3950X 16-ядерный, а у нас 8-ядерный. Тут тоже, я вам скажу, нормальный такой вариант. Тестируем 5 ГГц Wi-Fi. Очень интересно, сколько наберет. И здесь как бы... Для обыкновенного 5 ГГц модуля, при этом далеко, допустим, не Intel, не самого топового, 700 мегабит. Это хорошо. 700 мегабит по Wi-Fi. Очень неплохо. Это на загрузочку, и на выгрузку примерно то же самое. Даже чуть-чуть выше. 900. Да ладно, слушайте. Что вы со мной делаете, а? Господа хорошие, 940. Обновляем, стартуем. Для 2.4 это вообще нереально классный результат. Просто-напросто. Под 300 мегабит в пике это вообще отлично. Так, 1000 мегабит подключилась. Пробуем дальше. Это просто тестируем прям так вслепую. Ну и здесь честные 1000 мегабит, даже тоже не о чем говорить. Мы, в принципе, с вами вот сразу в браузере, пускай оно там доделывает, в принципе, можем проверить, ну, при таком проце, при такой мощности проца, его, там, допустим, сопоставимым с 2700X, говорить о том, что, а ну, давайте дикую реку попробуем сейчас, дикая река. Говорить о том, что мы можем браузить, это смешно. Мы можем на такой штуке браузить. У нас тут 917 на 948, отличный показатель. Здесь он может декодировать, ну 4К может ли декодировать. Это мы в принципе определяем, можем ли мы здесь мультимедиа какую-то смотреть. Конечно же, без дропов, есть стартовые дропы, которые нам при переключении там вываливают. А так он в VP9 гоняет 4К через ютубчик, вообще нет вопросов. И даже если подключить к нему, кстати, через Type-C мне интересно подключить к нему наш жесткий диск. Любой тяжелый фильм, любой тяжелый, ну, тестовый ролик 4К, очень высокобитрейтный, тоже без проблем. С мультимедиа тут уж точно вопросов нет. Включая 265 коды, проц очень даже актуальный. Все, с этим вопросов хорошо, что у нас и не возникло. Посмотрим, что у нас по диску. 47 градусов на старте, да, мы включили. Мы видим, что у нас проработал только 5 часов. То есть, само собой, новенький PCI Express 3X4 на PCI Express 3X4 NVM Express 1.4. Тестируем с вами этот диск. Итак, что самое интересное, в процессе тестов выше 56 градусов диск не нагрелся. Это хорошо. Он с радиатором, хорошо обдуваемый, отлично. А скорость действительно неплохо в том плане, что это PCI Express 3 и 2806 мегабайт в секунду. Очень даже такой нормальный показатель в прямом чтении, и 1500 МБС на запись очень даже хорошо. Когда я читал, что это игровой ПК, да, у меня есть сомнения определенные. Я проводил, допустим, тот же самый 3D Mark тест в плане игрового ПК, и я провел тот же самый PC Mark тест. Сейчас мы результаты с вами увидим, а потом мы сыграем с вами, ну, например, в GTA-шку, в CS-ку, в PUBG и в танчики. Сразу говорю, Киберпанк и Horizon Zero Dawn я даже запускать не буду, игры такого уровня и такого типа, потому что они просто-напросто не пойдут на такой встроенной графике. А вот вполне CS-ка, PUBG, возможно GTA-шка и танчики, тут уж можно посмотреть.
1410 баллов в игровом тесте. Благо, что он его вообще прошел. И если брать в 1080p, то это на Battlefield 35 плюс кадров. На Apex пишет, что будет 95 плюс кадров Full HD. Не знаю, что они так пишут. На GTA будет 145 плюс кадров. Вы серьезно? На RDR, ну, менее 30. Это то, что я говорил. RDR это уровня Horizon. И Fortnite 170 плюс кадров. Что-то мне слабо верится, но ну что они тут пишут? А вот в PC Mark 10 он набрал очень высокий результат в плане Essential. Это запуск приложений, использование видеоконференц-связи, веб-браузинг. Это очень высокие показатели. Для вот повседневных задач он очень идеально подходит. Для работы с документами 10600 баллов это очень высокий показатель. Как и написание текстов. И минимальное, что у нас он набрал, это конкретно редактирование видео. На встройке это само собой будет очень тяжело, особенно что на лету это будет всего лишь 20 FPS. То есть на лету редактировать в 20 FPS, откровенно говоря, очень тяжело. А вот рендерить и визуализировать нормально. И фото редактировать вообще отлично подходит. 8000 баллов это очень хороший результат. Ну слушайте, что ж мы тянем-то кое-кого за причинное место, давайте уже начнем. И начнем мы с танчиков. Такие игры по типу, допустим, там близзардовских, Hearthstone, Diablo 3 вообще запросто залетит. У нас на старте 93, 94, 100 FPS. Скажу вам сразу, по настройкам графика, это средние настройки графики. На средних настройках у нас будет 80 FPS. Средние 80, 90, 95. Ребят, на этом можно играть. Я удивлен. 84, 90. Вообще прикол. 90 FPS. Ребята. 90 FPS. При этом графончик, смотрите, вполне вменяемый. Здравствуйте. Надя. Давай. Нормальная тема, слушайте. Ну все, да. 90 FPS, ребят. Хороший показатель. Так, ну тут у нас 40, 42, 38, 36. Нам главное, чтобы выше 30. При том, что здесь настройки, честно вам скажу, не самые высокие. Это Full HD на очень-очень низких. Но мы должны понимать, что это все-таки встройка. Это встроенная графика 41-42 и... Графику вы сами видите, 48. Но при этом все равно на этом играть можно. Все, что выше 30 FPS, это играбельно. Это играбельно, потому что если монитор 60, как раз делится на 2, нормально. Блин, я не назову, что это топ игровой мини-ПК. Но то, что это мини-ПК, на котором можно поиграть, это факт. Сказать, что здесь нельзя играть, я не скажу. 42, 39, это на общих таких планах. 42, 43, 40. Для киберспорта это точно не пойдет. Для киберспорта точно не пойдет. Да и, честно говоря, высоких результатов добиться, допустим, в игре будет тяжело, потому что появляться враги будут намного быстрее. Я, конечно, пока что со сковородкой. Что у нас тут есть? Блин, нафиг мне чокбор. А здесь у нас что? О, винтовис. Ну куда ни шло. Да, здесь мы лучше с таким буллпапом на 9 мм. Слушайте, ну под 50 FPS, 49-50 на минималке. Комфортно игру назвать тяжело с учетом ее падения FPS. Да, там, ой, блин, мой любимый арбалет. Но особо не будем здесь с вами расхаживаться. Нам важно посмотреть на FPS. Выйти не могу из игры, поэтому придется как-то... Ну, в общем-то, слушайте, ничего не тормозит, не фризует. В режиме стрельбы до 35 FPS опускается, это факт. Но не ниже 30-ки. Не ниже 30-ки совсем. Вот этот вот режим, кстати, Performance Auto, очень прикольная штука. Мы играем на перформансе. Если поставить на Silent, меняется, во-первых, у нас освещение. Я сейчас покажу такой прикольчик вам. Вот я сейчас видео сниму вам небольшое. Смотрите, если ставить на авто, он становится зелененький.
Тут фокус сбивается. Если ставить на этот синенький, на Silent, отлично. И здесь у нас, видите, во время работы вот такая вот елка. Как ее отключить, честно говоря, не знаю. Так, GTA 45, 47, 50. Настройки, я вам скажу, не самые большие, не самые лучшие. По графике у нас практически все выключено. Full HD, само собой. Вот если в Advanced Graphic войти, то мы же понимаем, что ни теней нет, ни высокого разрешения текстур, ничего. То есть это такие минимальные настройки графики. Поехали, посмотрим, что у нас тут будет сейчас по GTA. Хотя, в принципе, тоже играть можно. Все, что выше 30-ки, играть можно. И графика неплохая. То есть для GTA FPS особо большого значения, высокие FPS, не имеет. Это все-таки не шутер и не киберспортивное какое-то состязание, не киберспортивный какой-то вариант игры, да, там именно шутера. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, помчали сюда. Это елки-палки. Вот это вождение. Так, 50 FPS в среднем. В среднем 50 FPS. Нагруженность GPU, конечно, 96%. Тут уж никуда не деться. Это все-таки встроечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою ж налево. Я ее почти всю раскромсал. Прикол. Да что вы, девочки, куда вы все взялись на дороге? Давай, мотоциклиста чуть-чуть. На тебе. Я проехал? Я, по-моему, чуть-чуть. Куда ты? Откуда ты взялся, блин? Не меньше 45 FPS. 45. Ой-ой-ой-ой. Так, ну здесь у нас как бы так, 30-40. 30-40 и не больше. И это при том, что у нас... Можно, конечно, выжать, попробовать... Ой, меня завалили. Можно попробовать на минималках выжать побольше, под 50. Да блин, я смотрю на FPS, вы в меня стреляете. Зачем вы это делаете, непонятно. Ну, меня убили. 30-40. Я в КС вообще не игрок. Если в PUBG я там залипаю, у меня нормальный перс, нормально играю, то здесь, конечно, это проблематично для меня. Слишком большая динамика в пределах одной зоны, да, допустим, ограниченного пространства. Если в PUBG можно там понычить. А давайте попробуем, слушайте. О, ну, конечно, без заглаживания еще та фигня. Но 60-70 до 100 FPS, да, пожалуйста, поиграть можно, ребятки. Шпилим, шпилим, шпилим. Без сглаживания можно даже поиграть. Нормальная тема. Блин, ну как так? Как можно было не попасть? Ой, Акела я, конечно, еще тот. Слушайте, 60 FPS при таких настройках графики. Нормально. Играется, в принципе. Правда, конечно, выглядит это все такое, знаете, а-ля CS 1.6. Честно говоря. Слушайте, ну, в общем-то, идем, делаем выводы. В качестве выводов скажу, рекомендую, неплохая штука получилась за свои деньги. Конечно, я не назову это полноценным игровым ПК, он таковым и не является, но каким-то ПК, на котором можно во что-то поиграть, назвать это можно. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.